Приветствую вас на канале по вязанию крючком Вилана Ян. Меня зовут Светлана, и в этом видео я расскажу, как связать такую красивую объемную шапку. Эта шапка связана крючком и подойдет на размер головы от 52 до 57 или 8 даже размера. Расчетов в этом видео никаких не будет. Если у вас тем более такая же пряжа, просто садитесь и вяжите. Объем шапки 50 сантиметров и глубина 21 сантиметр. Эта шапочка связана клиньями, крючком. И если вы хотите узнать побольше о расчетах, об измерениях объема головы и так далее, посмотрите мое другое видео на канале. Ссылочку оставлю в описании к этому видео. В этом видео я расскажу, как сделать красивый аккуратный шов. Шапку будем вязать в 3 нити. Я взяла остатки пряжи Alize Lana Gold Classic. Здесь в 100 граммах 240 метров. Всего нам нужно 170-180 грамм, то есть 2 мотка нам хватит. Вязать будем крючком номер 8. Также понадобится игла с широким ушком и ножницы. Берем 3 нити и набираем цепочку из воздушных петель. Провязываем воздушные петли. Нам нужно провязать цепочку длиной 28 сантиметров. 21 сантиметр это глубина шапки плюс 7 сантиметров на отворот. Петли не затягивайте. Крючок должен идти легко. Набрали цепочку из воздушных петель. Так, 28 сантиметров. У меня получилось здесь 28 петель. Теперь делаем одну петлю подъема. Разворачиваем вязание и будем вязать за задние перемычки воздушных петель соединительными полустолбиками с накидом. Делаем накид, крючок заводим в заднюю перемычку воздушной петли, захватываем нить и вот эту последнюю протягиваем через 2 предыдущих. Учитывайте, что у нас всегда 3 нити и не пропускайте ни одной. Вытянули, все петли примерно на одном уровне должны быть. И вот третью протягивайте через 2 предыдущих. С конца цепочки отсчитайте 7 вот этих перемычек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот на 7-ю повесьте маркер. Теперь вяжем с такими столбиками до этого маркера. Провязываем столбик перед маркером. И в петлю, которая отмечена маркером, нам нужно провязать соединительную петлю. Крючок заводим в перемычку, захватываем нить и протягиваем через петлю. И делаем петлю подъема. Это первый ряд у нас готов. Вот здесь должно остаться 6 перемычек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону. Также соединительными полустолбиками с накидом вяжем за заднюю полупетлю. Смотрите, вот у нас петля. Это передняя полупетля, а вот это задняя. Вяжем за заднюю, начиная со второй. Вот эту петлю пропускаем. Делаем накид, крючок заводим за заднюю полупетлю, захватываем и протягиваем через 2 петли на крючке. Провязываем такие столбики до конца ряда. Этот узор называется английская резинка крючком. Почти довязали до конца ряда. Вот здесь у нас будет край шапки, а вот здесь макушка. И вот чтобы край шапки был плотный, последний столбик мы провязываем за полную петлю. Не за заднюю, а за полностью последнюю петлю.
конце ряда делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. Вот что у вас должно получиться. Теперь вяжем третий ряд, также соединительными полустолбиками с накидом за заднюю полупетлю, начиная со второй. Вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем также соединительный полустолбик за заднюю полупетлю. Теперь, когда мы дошли до цепочки из воздушных петель, каждый раз нам нужно провязывать по 2 перемычки. В первую провязываем соединительный полустолбик. А в следующую перемычку провязываем соединительную петлю. Воздушная петля подъема и разворачиваем вязание. Здесь должно остаться 4 перемычки. Вяжем в обратную сторону до конца ряда и потом возвращаемся. Каждый раз начинаем вязать со второй петли. Вот эту первую петлю, начиная от крючка, ее пропускаем. Довязали до цепочки из воздушных петель. В первую перемычку провязываем соединительный полустолбик с накидом, а в следующую перемычку соединительную петлю. Петля подъема. И вот осталось 2 петли, которые мы провяжем, вернувшись опять сюда. В последнюю перемычку воздушной петли провязываем соединительную петлю, петля подъема, разворачиваем вязание и провязываем последний 8 ряд. Первый клин готов, он состоит из 8 рядов. Полотно растягивается и размер 10 сантиметров. Вяжем второй клин. С конца отсчитываем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На седьмую вешаем маркер. И до него вяжем соединительными полустолбиками с накидом. Довязали. В седьмую петлю, которая у нас отмечена маркером, провязываем соединительную петлю и делаем петлю подъема. Здесь у нас должно остаться 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем в обратную сторону. И дальше клин мы вяжем аналогично с первым клином, как мы оставляли воздушные петли. Также будем провязывать по 2 петли. Маркер можно снять. Разворачиваем вязание и продолжаем вязать. Вот мы довязали до края. Теперь в следующую петлю провязываем соединительный полустолбик, также за заднюю полупетлю, в следующую соединительную петлю провязываем, петля подъема, разворачиваем вязание. И здесь, посчитайте, осталось 4 петли. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем аналогично с первым клином. Готовы 2 клина. Всего нам нужно провязать 5 клиньев. Все последующие клинья мы вяжем так же, как и второй. Связали 3 клина. Так выглядят 4 клина. Связали 5 клиньев. Ряд последний у вас должен закончиться вот здесь. Это макушка. 25 сантиметров умножаем на 2, так как шапка сложена вдвое. Получается 50 сантиметров. Этот объем шапки подойдет на объем головы от 52 до 58, так как шапка хорошо тянется. Здесь провязана петля подъема. Оставляем кончик примерно сантиметров 50-60 и обрезаем. Нить вытягиваем. Берем иглу с широким ушком и вставляем эти нити в иглу.
Сейчас покажу, как сделать аккуратный красивый шов. Шапку будем сшивать по лицевой стороне. Здесь у меня косичка идет вверх, а с изнаночной стороны она идет как будто бы вниз. Вот у нас два края. С одного края идет объемная косичка, и с другого края тоненькая косичка. С этого края мы будем сшивать за нижние полупетли, которые расположены немного под вот этой объемной косички. На этой стороне мы будем сшивать за верхние полупетли тоненькой косички. Перед тем, как сшивать, посчитайте петли. Вот на этой стороне нижние полупетли, а на этой стороне верхние полупетли. Их должно быть одинаковое количество, у меня по 28 петель. Сшиваем. Вот у меня первая петля. Заводим иглу под верхнюю полупетлю и возвращаем под верхнюю полупетлю следующей петли. Вот так. Вытягиваем нить. На этой стороне заводим иглу под нижнюю полупетлю и возвращаем под следующую. Теперь на эту сторону возвращаемся под верхнюю полупетлю и возвращаем в следующую петлю. На этой стороне объемная косичка должна оставаться нетронутой, а мы пришиваем за нижние полупетли. Вот так. Получается такой шов. Сшиваем до конца ряда. На макушке у нас получается такое отверстие. Вот это первый кончик от начала вязания. И вот это отверстие мы просто стянем иголочкой с ниткой. Пройдем между петлями вот здесь по кругу и затянем. Затянули и кончики связываем. Это у нас лицевая сторона, поэтому кончики вытягиваем на изнаночную сторону. Вот такой шов у нас получается. Делаем подворот на шапке. И все, шапочка готова. Красивая, аккуратная макушка. Дочка у меня такую шапку носит с удовольствием. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам творческих успехов.